Сегодня очень холодно. Вокруг снег, лед, Зато солнышко светит. а нас пригласили на выставку. Минск, Троицкое предместье. Пригласил коллекционер Виктор Суворов. В Доме природы в Троицком предместье проходит выставка «Фарфоровая фауна». Кто у нас любит статуэтки? Виктор Суворов расскажет о своей коллекции фарфоровых фигурок. И даже ответит на несколько блиц-вопросов. Смотрите внимательно, не пропустите самое интересное. Подписывайтесь. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Пока ожидаем официального открытия выставки, полюбуемся на чудесные фигурки из сказок. Очень интересный и старый древний вид декоративно-прикладного искусства. К анималистике относятся изображения животных, которые именно вот анималистика, которая именно показывает характерность этого животного. То есть не стилизованное какое-то мероприятие. Вот у меня в коллекции есть две лисы Рижского фарфорового завода. Это очень редкий завод, дорогой, но их нельзя отнести к анималистике, потому что они стилизованы. Так же самое еще ходят споры деколь с изображением лошади, там, собаки. Это анималистика или нет? Или это все-таки просто деколь? Ну, здесь я постарался представить чисто анимационные, так сказать, предметы. Значит, здесь мы разбили на 8 основных направлений фауны Республики Беларусь. Вот это Красная книга Республики Беларусь. Впервые Красная книга была создана в 1979 году. И в 1981 году вышло первое издание Красной книги. Вот это животное Красной книги 4-го издания 2015 года. В прошлом году вышло 5-е издание, но пока у меня нет. Ну вот здесь базируется животное по 4-му изданию. Патриарх Зубр, Минский фарфоровый завод, и рядом Зубренок, Минский фарфоровый завод, он отнесен к 3-й категории. Да, Красная книга имеет в своем подразделе 4 категории охраняемых животных. Мишка, бурый медведь. В 2015 году их было всего 5 микропопуляций в Витебской области. Но сейчас он тоже разросся, размножился, и их, наверное, скорее всего, из 2-й категории он будет перенесен в 1-ю. Белая куропатка. Куропатка вообще, белая куропатка, она меняет свою окраску 4 раза в год. В данном случае это белая куропатка, которая занесена в Красную книгу. Стерлядь, рыба такая. В 60-е годы она была промысловым видом. Ее, в общем-то, разводили она речная рыба, ее разводили в Гомельской области. Но после известного сушения болот некоторые реки омелели. Стерлядь привыкла жить на глубине, проточная вода. И, в общем-то, она просто ушла. В частности, вот барсук, который занесен в Красную книгу, нету кормежки, мышей всяких там и так далее и тому подобное. Вот, и поэтому это тоже исчезающий вид. Барсук, во всяком случае, для территории Республики Беларусь. Дикий лесной кот. Его последний раз видели в 30-е годы, где-то возле Припяти. Вот, потом еще как-то где-то промелькнул каким-то образом, прибежал, возможно, с России. В России его немерено, и он является обычным животным в лесах. У нас же он занесен, скажем так, в приложении Красной книги, требующее дополнительного изучения. Боксер, это 50-е годы, Ленинградский фарфоровый завод, так сказать, Ирландский сектор в середине, это тоже Ленинградский фарфоровый завод. Лайка, это Гжель. Гжель. А все остальные собаки и вот эти коты, это Германия. Уточняем. Котики с клубком ниток явно от Карл Шайдих. Позднее Грефенталь, Германия. Лошади, это немецкие работы, 2, пахарь и кузнецы. Вот. Как сказали, ты уже даже мог и не говорить, что это немецкая работа, потому что хомуты, это чисто Германия. Выпустил вот эти 2 статуэтки с немецкими хомутами, ну это Германия, безусловно. Значит, и лошади тоже, кстати, тоже Германия. То есть, получается, нижний ряд лошадей, это все выпущено Германией. Кстати,
в Беларуси лошадей не выпускали, а в России только была одна лошадь белая, выпускали ее, почему-то ЛФЗ. Больше лошадей мне не встречалось. И вот это вот все эти лошади, это все Германия. Реалистичные фигурки, сценки из жизни. Скульпторы поймали живые эмоции. Фигурки – это ручная роспись. Германия. Очень теплые, такие человечные. На заднем плане слева – это Гжель, девушка с лошадью, 50-е годы в стиле соцреализм. А справа бык в цветочек. Но это же Майсон в своем репертуаре. Как всегда в цветочке. Это подарок наследника Андрея Викторовича, его отцу Виктору Геннадьевичу. А это подборка «Дети с птицами и собаками». Пионерка с голубями ЛФЗ. Девочка с собачкой, а ну-ка отними, полонная. Девочка кормит кур, совсем другая стилистика, цвет – это Германия. Мальчик-якут с собакой ЛФЗ. А вот тот колоритный мужчина, Тащит сама, какой сом огромный. фигурка называется «Богатый улов», это Полонная. У нас есть видео о Полонном. Это фабрика с богатой историей, и ее ранние статуэтки стоят очень дорого и ценятся коллекционерами. Ссылочка на видео в описании. А вот эта колоритная свинарка нас очаровала. Городница в стиле соцреализма. 30-е годы прошлого века. Как же напоминает свинарку Глашу из советского фильма «Свинарка и пастух». Да, Глаша, которую играла Марина Ладынина. А где же пастух Мусаиб? Красавец-мужчина Владимир Зельдин. А рядом сидит, грустит Гуцул. Скульптор Владислав Щербина, Киев. Называется статуэтка «Когда я служил у пана». Второе название – «Раздумье». Фигурки: мальчик с псом, девочка с кошками, мальчик и голубь – это все Германия. Колористика другая, другая пластика, даже другие выражения лиц сразу видно. И сзади вот тот мальчик с гармошкой в зеленой шапочке тоже Германия. А вот здесь, в уголочке, Жили у бабуси два веселых гуся. Гуси – это вербилки. А в этой витрине царство рыб. В центре вуалехвостка – это Тбилисский фарфоровый завод. а вот справа красотка такая, это она пела «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Ла-ла-лам, ла-ла-лам, та-ла-ла-та-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А этот стенд для любителей пернатых. Посмотрите, как много таких обаятельных маленьких птичек. И щегол, малиновка. Ну, тут есть и покрупнее байкальская утка и казарка. А вот там в глубине малый аист. Минский фарфоровый завод, 1964 год. Кто любит статуэтки СССР, приглашаем посмотреть наш репортаж с выставки фарфора 20-60-х годов. Ссылочка, как обычно, в описании. Это бенгальские тигры. Живут они в том регионе, скажем так. Индия, Индокитай, Германия. Вот этот тигр, который ест мясо, это 30-е годы, довоенная работа Ленинградского фарфорового завода. А вот этих два тигра, это Добружский фарфоровый завод. Они даже Добруж сами не представляют, что они сделали. Они выпустили статуэтку с белым тигром, который был уничтожен последним в 1955 или 1956 годах в Индию. Семейство жирафов. Папа, мама и малыш. Интересную историю об этих фигурках расскажет Виктор Суворов. Смотрите до конца.
Ух, какие красавцы! Бегемот разинул рот. Просит булку бегемот. Кстати, носорог, количество особей уменьшается с каждым годом все меньше и меньше. Они проживают в Северной Африке, а уменьшается потому местные жители, именуемые аборигенами, употребляют мясо в пищу. Им и коров предлагали, и свиней, и коз, что только им не предлагали. Они пошли, у нас есть свои животные, которые называются носорогами, и они питаются носорогами. Их пытаются сохранить, безусловно, как только получается возможность. Панда, ну это вы знаете, бамбуковый медведь, они повернуты в Китае на этой панде. И причем сейчас они уже последнее время, они дают в аренду всем зоопаркам, у кого есть деньги. Причем там такие жесткие условия, что просто там стоит камера, если представитель приезжает, его не удовлетворено, то большие очень штрафы накладываются, и вплоть до они могут забрать это. Мраморная лягушка. Тоже с каждым годом их становится все меньше и меньше. Она обитает в Непале, в горах. Вот. Но туристы любят посещать горы, как оказалось, при этом с грязными сапогами, обувью. А лягушки чистоплотные животные, и они, в общем-то, так сказать, все выше и выше шли, все выше, выше и выше. Их осталось, наверное, я не знаю, почитал в одной литературе, где-то всего лишь на 1 километр 100 лягушек. Это очень мало, на 1 километр 100 лягушек. Вот это животные, которые представлены в фарфоре. Виды ласки, зимние и летние, енотик, куница. Германия, лось, Германия. Вот это тоже Германия, это ахачик. На эту фигурку надо обратить пристальное внимание. Это не просто козел. Это козел от Карла Энса. Какие выразительные голубые глаза! Фирменная энсовская проработка деталей. Карл Энс специально изучал анатомию и повадки животных. И, безусловно, это ручная роспись. Такого козла мы видели в аукционном доме в Польше. Полюбуйтесь, какой красавец! Оценили его в аукционном доме в 2100 злотых. Это 500 евро. Вот и любимая моя статуэточка «Неожиданная встреча». Это Минский фарфоровый завод. Вот, да, ягненочек, маленький косуленок. Тут на него пытается напасть что-то похожее на рысь. Но тут мамаша рядышком. Все нормально, не волнуйся. Это редкая композиция Минского фарфорового завода. Очень интересная, а дырка в пне, вероятно, задумывалась как ваза. Милый дикобраз – это Ломоносов, Ленинградский фарфоровый завод, 60-70-е годы. Вот, белки, мыши, волк, лисы. А вот это лиса, Ленинградский фарфоровый завод, это Украина. Триптих «Играющие лисята», городница. Как и у Полонного, у фабрики богатая история и интересное наследие. Хотите узнать больше о фигурках городницы? Пишите. Волк, Ленинградский фарфоровый завод. Минский фарфоровый завод. Очень редкая статуэтка, потому что шарики, как правило, ломаются, бьются и куда-то затекают. В смысле, закатывается. Вот это Минский фарфоровый завод. К дожинкам Добрыжский фарфоровый завод выпустил бобра, национальный, да, герой города Бобруйска. Их было несколько расцветок, ну я выставил одну, что себе показывать. Обезьянки, это тоже Добрыжский фарфоровый завод. На Беларуси сейчас один фарфоровый завод в Добруше. Приятная неожиданность, что кроме посуды Добруш делает еще и статуэтки. Веселые петухи, играющие на гармоне, это тоже Добруш. Сравним с петухами от Минского фарфорового завода. Какие яркие красавчики! Это графины. А вот эти маленькие солонка и перечница – это, конечно, Ломоносов. Ленинградский фарфоровый завод. И все-таки взгляд возвращается к этим ярким, красочным петушкам, графинам. Как великолепно они будут стоять на столе и радовать. А вы знаете, есть поверье, что когда петухи кричат кукареку, они зовут счастье к нам в дома. В этой витрине фигурки литературные персонажи Чехова, Гоголя,
Крылова. И очень интересная статуэтка генерал на воеводстве, это Некрасов. Очень известное стихотворение Некрасова. Это когда мужики напились, напоили медведя, посадили его в сани, одели генеральскую форму и поехали куролесить. Приходят там в бар, говорят, что ж ты там, иди к генералу налили рюмочку. И выносили эти вот генералу эту рюмочку. Когда видели, что это медведь, конечно, была другая реакция. Они вот так вот отдыхали. И, конечно, любимая тема всех коллекционеров – сказки. Иван-царевич на сером волке, прям по картине Васнецова. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. По щучьему велению, по моему хотению. Царевна-лягушка и Красная шапочка. У нас есть видео с других выставок фигурок из коллекции Виктора Суворова. Ссылочку найдете в описании. Очаровательные представители Антарктиды, пингвины Южный полюс. и морской лев. Кстати, большие пингвины с синими головами – это графины. 2 в одном. И красиво, и полезно. Блиц. Несколько вопросов коллекционеру Виктору Суворову. Вы собираете фигурки, статуэтки или что-то еще из фарфора? Ну, я собираю, конечно же, в первую очередь статуэтки. Но у меня большая коллекция ваз. Ваз именно Минского фарфорового завода. Начиная вот с 5 сантиметров, заканчивая сталинский ампир 36 сантиметров. То есть это Замечательно. большая коллекция ваз. Это я даже не знаю, что я больше люблю. Или этих тигров немецких, или эти вазы. Но Минского фарфорового. Они такие классные. А? Ой, много ваз. Я не считал. Они тоже и 50-е годы, и 60-е с декорью старого Минска, с памятниками, которых уже не существует давно. Смотрите, она вот на вазах сохранилась. Да, Показываю история, людям, да, говорю, это уже смотрите, как культурная этот памятник уже ценность. там, где Дворец Республики, там был памятник, которого снесены. А на вазе деколь этого памятника, как вариант. Как вариант старой Да, фотографии. да. Ну и плюс еще бюсты. Их нельзя назвать статуэтками, но бюсты великих людей. Композиторы, Фигуры. поэты и так Мгм. далее. И какая самое сейчас вот интересное приобретение, неожиданное Вот из неожиданно это было последнего? приобретение. Позавчера я купил вот этого вот жирафа. Давай внизу. подойдем поближе, покажем жирафа. Вот я приобрел вот этого жирафа. Это прекрасная работа Ленинградского фарфорового завода. Вот 60-е, 70-е годы. Это, наверное, жираф папа? Жираф, папа спит после работы. Он. Да. А это жираф мама. Очень красивый. А какую фигурку хотите приобрести? А какой есть мечта? Я хочу приобрести фигурку Шаляпина в образе Мефистофеля. Большая такая шикарная вещь, он в гриме, в костюме. И вот этот... Это винтажная, современная. Это 50-е годы. 50-60-е годы, Ленинградский фарфоровый завод. И вот стоит Шаляпин, здесь лежит, так сказать, да, исполнитель из-под роли Мефистофеля. Аналогичная такая же есть статуэтка Евгений Онегин. Я не знаю, кто был исполнитель. Ну вот это, ну он скорее всего, Лемешев. более известный Мефистофель. Шаляпин в образе Мефистофеля. Да. Вот так сказать. Хорошая вещь. Она есть в продаже. Ну как-то вот просто как-то вот. А как пришла идея показывать свои коллекции на выставках? Как она вдруг неожиданно появилась? Дело в том, что коллекция мертвая, если ее никто не видит. Хорошая фраза. Да, и вот как-то председатель нашего клуба, Сунник Иосиф Владимирович, Царство ему небесное, говорит, здесь вот будет выставка одна, давай ты выставишь там фарфор. Я отказывался, а потом он сказал, ну слушай, ну что тебе, ну давай, если выставляют монеты, ордена, медали, что ты не можешь фарфор выставить? Я вот выставил фарфор, первая моя выставка была тоже в филиале исторического музея, это вот гостевня Голубка. Все. И давно это было? Давно это было, да, я. И какая первая была выставка? Выставка была первая, просто посвящена Минскому фарфоровому заводу, и несколько статуэток Минского фарфорового завода. Замечательно. Но вам нравится показывать свои коллекции? Ну,
Я человек скромен, но мне нравится, когда меня хвалят. Вот. Замечательно. Спасибо вам Спасибо огромное, большое. Виктор. Получили огромное удовольствие от выставки и от общения с коллекционером. Спасибо большое, Виктор. Выставка продлится до 29 марта. Дом природы, Троицкое предместье, Минск. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока! Увидимся!